95% всех цифровых AI-видео-аватаров созданы в этом приложении. Приложение, либо сайт, называется HeyGen, где мы можем буквально за несколько секунд, либо за несколько минут создать себе цифрового двойника и с помощью этого цифрового двойника создавать контент. Давайте в этом видео посмотрим, как создать себе цифрового двойника и как с его помощью создавать контент. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и моя основная задача — это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, да и, наверное, обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. Я уже давным-давно снимал, то есть где-то, наверное, полгода назад снимал видео про приложение HeyGen, то есть как там зарегистрироваться, какие есть особенности, для чего необходим создавать свой цифровой двойник. И вот уже примерно полгода я использую активно это приложение, этот AI-инструмент для создания своих цифровых двойников. Значит, за это время я вам хочу для начала показать, да, какие цифровые двойники есть в интернете. Больше всего мне, соответственно, нравится, как использует вот этот вот парень Алексей Толкачев своих цифровых двойников. То есть он создал себе цифровых двойников, и дальше он с их помощью снимает постоянно рилсы. То есть вот это не он, а это его цифровой двойник. Он создает буквально там огромное количество рилсов, которые залетают, которые набирают определенное количество просмотров, которые интересны, и при этом он тратит на это, ну, то есть на создание такого рода контента он тратит буквально там несколько минут, потому что цифровые двойники как раз помогают нам в первую очередь делегировать процесс создания контента. Отличный инструмент для предпринимателей, кто понимает, что им необходимо создавать большое количество видеоконтента. За видеоконтентом сейчас такой некий тренд, но при этом у него малое количество времени. То есть вы создаете себе несколько цифровых двойников и с их помощью, соответственно, генерируете контент на такие площадки, как Instagram, Reels, TikTok, то есть куда угодно. У меня также есть цифровые двойники, например, вот один из таких, наверное, популярных видео у меня на канале. То есть вот это вот оба мои цифровые двойники. И это видео тоже там набирает определенное количество просмотров. Есть рубрики, да, со своим цифровым двойником, где я общаюсь с различными персонажами. Например, здесь общаюсь с цифровым двойником создателя приложения HeyGen. Здесь общаюсь со своим цифровым двойником, который пишет мне видео для моего YouTube канала. То есть мы можем активно использовать цифровые двойников, можем посмотреть, я где-то сделал даже подборку различных цифровых двойников, которых я встречал, соответственно, в Инстаграме, в ТикТоке, в Рилсах. То есть это все нереальные люди, это все реальные цифровые двойники, которые используются для создания контента. И благодаря там созданию таких цифровых двойников мы можем буквально там за несколько минут создавать огромное количество контента. И все эти цифровые двойники как раз и создаются с помощью приложения HeyGen. Значит, мы можем там по хэштегу HeyGen найти различные варианты, посмотреть, как это все выглядит. Мне кажется, вот обучиться, что-то узнать, увидеть примеры использования цифровых двойников можно вот именно по этому хэштегу найти эти аккаунты, которые используют цифровых двойников, и уже дальше строить своих. Значит, давайте подробно посмотрим, как выглядит это приложение. Для начала нам необходимо, конечно же, зарегистрироваться. Ссылку на регистрацию с приложением я прикреплю к этому видео. Там по ссылке вы получаете еще дополнительные бесплатные бонусы для регистрации, токены так называемые, с помощью которых вы можете создавать себе цифровых двойников. Значит, главная особенность при создании цифровых двойников, то есть вы можете создавать их несколько видов. Это студийная съемка, где вы накладываете любой фон, который может быть использован сзади. Это оригинальная съемка, я вам сейчас все эти виды покажу. И третий вид — это цифровой двойник по фотографии. Я его не рекомендую использовать, потому что качество его самое низкое по сравнению со всеми остальными. Значит, сервис платный, но у сервиса, да, это обязательно необходимо сказать, что сервис платный, но у сервиса есть определенное количество токенов, которые мы можем использовать для создания цифровых двойников. Также у сервиса вот на сегодняшний день это один из лучших способов создавать цифрового двойника
не просто там, да, цифрового двойника, дальше его как-то озвучивать, а именно с генерацией голоса. То есть, когда мы создаем себе цифрового двойника, мы также генерируем свой голос, и этот голос будет в будущем, но не в будущем, тут же он адаптирован под больше чем 40 различных языков, то есть испанский, японский, немецкий, английский. Даже если вы видео записываете на русском языке, то ваш голос будет адаптирован под определенный язык. Это огромное преимущество. Я в Инстаграме видел ребят, которые создают контент, владея только русским языком, создают контент на арабском языке и набирают там определенное количество подписчиков, просмотры и, соответственно, продвигает свои арабские профиля. Что тоже возможно благодаря вот этому приложению Heygen. Это никак не реклама, просто 95% людей, кто создает своих цифровых двойников, они используют как раз это приложение. Значит, что здесь необходимо сделать? Для начала мы должны зарегистрироваться в этом приложении, пройти простую регистрацию, то есть вводите свой e-mail, имя, либо заходите через там Google, Facebook, как угодно. Дальше, значит, после того, как вы зарегистрировались, вы попадете в личный кабинет. Личный кабинет выглядит вот таким вот образом. У вас будут начислены определенное количество токенов, которые вы можете, соответственно, докупить, наверное, так это правильно. Но также можно потестить бесплатный период. Бесплатный период, если не ошибаюсь, у него единственное ограничение это есть watermark, то есть водяное, вот это вот логотип, пятно, ну, то есть, которое вы вряд ли загрузите бесплатное видео на какие-то соцсети, в YouTube или в Instagram. Кстати, на YouTube у меня есть специальная рубрика новостей, которую ведет как раз мой цифровой аватар. Знаете, я больше люблю такие технические моменты, технические видео записывать, рассказывать какие-то новости, это, ну, как бы не для меня. Но я нашел способ, я создал себе цифрового двойника, который теперь вместо меня, соответственно, записывает ведет рубрику новостей на моем YouTube-канале, и вот уже несколько выпусков с ним вышло, и он активно, соответственно, использует. То есть это не я, это видео сгенерировано с помощью... То есть контент там сгенерирован с помощью Perplexity в связке с ChatGPT, все сделано, цифровой аватар сделан в Heygen. И, соответственно, это видео набирает 1300 просмотров. Вот это видео тоже там сколько-то просмотров набрало, тоже около 1000 с чем-то просмотров. И, соответственно, он ведет и очень, очень, очень удобно, очень быстро и без каких-либо больших заморочек. Это все цифровой двойник. Значит, как создается такой цифровой двойник? Во-первых, да, чтобы создать цифрового двойника, необходимо пополнить баланс. Баланс мы можем использовать бесплатные токены, которые нам выдаются там не аж сколько-то в день. И дальше эти токены мы можем использовать для К1 токен равен 30 секундам видео. Мы можем создавать своих цифровых двойников, соответственно, для YouTube видео, то есть широкого разрешения, и горизонтальные и вертикальные, соответственно, видео. Расширение у них все примерно одно и то же. Также мы можем генерировать скрипт непосредственно отсюда с ChatGPT, то есть мы можем создать скрипта, либо создать текст для своего цифрового двойника, выбрать язык необходимый прямо здесь, не выходя из этого приложения. Но я этой функции не использую, я лучше зайду там в ChatGPT и создам себе полноценный скрипт через ChatGPT, например, ту же 4-ю версию, либо через Telegram свой канал, который Telegram профиль, Telegram бота, который мне генерирует, который заточен специально под скрипты для Reelsов, для Инстаграма, и он сделает наиболее качественный, потому что здесь введены те самые, здесь я использую те самые промпты, либо custom instruction, то есть пользовательские инструкции, и если вы хотите там научиться создавать реально хорошие, качественные скрипты то есть промпты, и использовать промпты для того, чтобы ChatGPT, либо любой другой искусственный интеллект выдавал вам хороший, качественный контент, то я рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео. Переходите в мой телеграм-канал, и там есть информация о том, как получить доступ больше, чем
5000 различных промптов для видео, для изображений, для чат GPT, для русскоязычной, англоязычной, для того, чтобы создавать контент и работать с искусственным интеллектом наиболее продуктивно. Плюс у нас здесь больше 250 различных образов, которые вы можете использовать в связке с чат GPT и получать реально хорошие, качественные ответы от искусственного интеллекта. Хорошо, значит, как создавать цифровой аватар? Для начала вам необходимо, то есть у вас есть несколько функций на выбор. Для того, чтобы создать цифровой аватар, вот у меня есть 3 цифровых аватара, к сожалению, он мне больше дать не может. Главные особенности при создании цифрового аватара. Главное, чтобы у вас была хорошая картинка. Неважно, это вертикальная либо горизонтальная. То есть если вы создаете цифровой аватар для рилсов, для тиктоков, для шортсов, то картинка должна быть, вот, например, вертикальная. Вот такого вот вида картинка. Если это горизонтальное видео, то, соответственно, вы используете уже другую картинку для другого видео. Вот это вот еще один аватар для вертикального видео, для моих рилсов. Значит, также вы можете использовать здесь базу знаний, базу различных аватаров, которые есть в самом хейдже, но я их использовать как бы не рекомендую, они ни к чему. Лучше создать своего цифрового аватара. Значит, мы можем по фотографии создать цифрового аватара для студии. Студия — это значит, у вас вырезан сзади, никакого нету фона, просто как бы вы снимаете в студии и в дальнейшем уже используете этот цифровой аватар для себя. Или либо по фото. Но по фото у него получается как бы не очень красиво, и самый стандартный — это создают свой стандартный цифровой аватар. У меня уже все слоты как бы заняты, поэтому я не могу создать цифровой аватар. Есть несколько вариантов. То есть либо вы просто включаете веб-камеру и записываете свой цифровой, то есть создаете таким образом свой цифровой аватар, проговариваете какой-то текст, в течение 5 минут общаетесь, то есть рассказываете какую-то информацию о себе, либо как делал я ставил просто камеру, если это горизонтальная, то горизонтальную, если вертикальную, то вертикальную камеру, и вертикально разворачивал камеру и записывал в течение 5 минут, я смотрел в камеру. Здесь главное не жестикулировать там лишними движениями, потому что это все будет смотреться неуместно, когда мы будем уже генерировать непосредственно видео. И сидите спокойно, да, и в течение 5 минут смотрите там на камеру и рассказываете что-то, не уводя в сторону глаза, не поворачивая в сторону голову, да, вот просто спокойно смотрите, спокойно записывайте свое видео. Важно, чтобы в этом видео не было склеек, то есть нужно именно вот 5 минут посидеть, хорошо записать, и от того качества, которого вы запишете это видео, будет зависеть, соответственно, ваш дальнейший цифровой аватар. Если вы будете там слишком дергаться, слишком какие-то движения делать лишние, то, соответственно, аватар ваш тоже будет не очень хорошего качества. Если будет плохой свет, плохая картинка, все это передастся аватару. Значит, после того, как вы загрузите, соответственно, это видео длинное, вам необходимо будет подтвердить свою личность. То есть, как это делать? То же самое, уже здесь включается веб-камера, и вам необходимо зачитать определенный текст. Когда вы также создаете свой цифровой аватар, уделите большое внимание своему микрофону и звуку, потому что от того, как вы будете произносить слова, если вы будете говорить слишком быстро, то ваш цифровой аватар будет говорить слишком быстро. Если будете говорить невнятно, вдыхать там, делать там какие-то движения, то все это передастся вашему цифровому аватару. Поэтому спокойно в течение 5 минут тем же голосом, которым вы записываете видео, тем же голосом, который вы используете на своих основных рилсах, с той же интонацией, с той же дикцией, с теми же эмоциями, вы создаете, соответственно, свой цифровой аватар. После этого ваш цифровой аватар в течение там 5, наверное, 5-10 минут он будет создаваться. После того, как он будет создан, у вас появится возможность его посмотреть. То есть это, грубо говоря, 7-секундная как бы предпросмотр своего видео, то есть как он будет двигаться, примерно что он будет делать. Все это можно посмотреть. Различные варианты. Вот видите, здесь
было минимум жестикуляции, но какие-то движения были. Также у меня есть на одном аватаре, я вот стулом вот так вот крутил, и, соответственно, это передалось моему цифровому аватару, он тоже крутил таким образом стул. То есть все, что происходит в вашем кадре, то все, что происходит с вами, будет передано вашему цифровому аватару. После того, как почему я говорю, что необходимо сделать хорошего качества микрофон, потому что от звука будет зависеть то, как он будет формировать вашу дикцию, формировать ваше видео. После этого вы сможете уже создавать полноценные проекты, то есть это будет горизонтальное либо вертикальное видео. Ну давайте на примере вертикального видео. Мы хотим, например, использовать этот цифровой аватар. Что здесь необходимо сделать? Мы выбрали цифровой аватар, который будет использоваться. Дальше нам необходимо прописать скрипт. Скрипты можно прописывать самостоятельно. Можно использовать встроенный плагин на ChatGPT, но он здесь только на английском разговаривает, поэтому необходимо его потом переводить на другой язык. Также можно перевести вот сразу же здесь на тот язык, который вы хотите перевести, и все это, соответственно, переведется. Но я еще раз говорю, что я использую скрипты, пишу непосредственно через основной чат GPT, либо через Telegram-бота. Так получается быстрее и качественный скрипт. Значит, дальше вы здесь прописываете текст. Текст можно на русском языке, на английском языке, на каком языке, на арабском языке, на китайском. На каком языке хотите, чтобы ваше видео было создано, на том пишите скрипт. Для русского языка и, просто я не знаю другие языки, кроме русский, английский примерно понятно произношение, но на русском языке иногда вот бывает такая штука, что он говорит слишком медленно, либо он делает не там ударение, не на тех словах ударения, на которых необходимо. Поэтому очень проверяйте, слушайте перед тем, как опубликовать. И если ударение ставит не на тот слог, то необходимо этот слог выделить. Я обычно выделяю там большой буквой, например, слово там большой, да, он может сказать там большой, как там правильно, большой, да, он может такое сказать, поэтому я выделяю вторую О, делаю из заглавной буквы, и он уже дает именно туда ударение, большой, да, вот таким вот образом. Но это пример, в качестве примера. Мы можем создавать несколько вариантов. Можем делать задержку, там задержка 1 секунда, 2 секунды, 5, 10 секунд. Например, вы снимаете диалог и прописываете задержку, сколько будет длиться задержка. Также вы можете посмотреть, сколько будет длиться фраза, которую вы выставляете. То есть вот здесь вот на временной шкале мы можем увидеть фразу. По поводу редактуры я не рекомендую использовать. Здесь у них достаточно убогий функционал, поэтому здесь мы чисто создаем своего цифрового аватара, дальше уже его редактируем и добавляем какие-то спецэффекты, какой-то монтаж уже в наших основных программах, либо там Final Cut Pro, либо CapCut, либо, что вы используете. Я просто эти два приложения, две системы использую, другие я не использую. Значит, все, после того, как у вас был создан цифровой аватар, вы можете посмотреть, как вы загрузили видео, загрузили скрипт, вы можете посмотреть, как этот скрипт произносится. Мы включаем его. Единственное, здесь стоит защита, и вы не можете видеть, какие движения у него будут в процессе, соответственно, работы с вашим видео. Вы можете услышать только звук. Вот, все это сделано для того, чтобы вы просто взяли, не скопировали, не записали это видео, потом его не использовали. Вы нажимаете создание, да, и выбираете расширение, да, которое вы будете использовать. После этого у вас будут вашей папке с проектами, у вас уже будут готовые ваши видео. Вот, например, вот все видео, которые есть у меня, 27 секунд, 29 секунд, 30 секунд, и уже можете здесь непосредственно просматривать эти видео и отсюда их уже скачивать, то есть в том разрешении, в которое вы хотите. Также можно просмотреть, включить здесь субтитры, добавить. Но, говорю, здесь субтитры, они не очень красиво выглядят, не очень качественные, поэтому я делаю субтитры отдельно. Значит, после этого у вас будут готовые проекты, которые вы уже можете непосредственно скачать. В принципе, ничего сложного. Здесь интуитивно понятный интерфейс. Здесь есть какие-то свои особенности, но каких-то больших сложных проблем с этим сервисом у вас
возникнуть не должно быть. Еще раз говорю, что главное качественный исходник при создании цифрового аватара. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. Создавайте свои цифровые аватары, которые позволяют вам экономить время, делегировать контент такому виртуальному персонажу и сильно не заморачиваться над созданием подобного рода контента. С вами был Игорь Зуевич. Поставьте «Мне нравится» под этим видео. Переходите в телеграм-канал. Пока.